Привет, меня зовут Владимир Раевский, я исторический журналист, я живу в Лондоне. 2021 год был последним предвоенным годом, который я прожил в России. Весь этот 2021 год мои коллеги и я были заняты самым большим и масштабным проектом за всю историю совместной работы. Мы делали фильм о театре «Современник», который вы сейчас увидите. Взявшись за это дело, мы хотели сделать не просто фильм об очень известном театре, основанном самыми знаменитыми актерами своей эпохи – Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Галиной Волчек и другими. Мы поняли, что в наших руках оказалась история о том, как молодые люди, жившие в абсолютно беспросветное время, вдруг получили шанс сделать свой театр и остаться свободными людьми в несвободной стране. Мне было очень важно понять, что из этого могло получиться и что получилось. У фильма должна была случиться большая зрительская жизнь. Его собирались показать десятки, даже сотни кинозалов по всей стране, несколько онлайн-платформ, большой телеканал, но теперь все это невозможно. Я покинул Россию, а фильм и его автор стали в России нон-грата. Мир, в котором делался наш фильм, целиком изменился. Но и в этом мире продолжают жить молодые люди, говорящие на русском языке и остро нуждающиеся в свободе, и ищущие способы рассказать о себе и своей правде. Я продолжаю верить в таких людей и знаю, что именно они останутся в истории, как и герои нашего фильма. Это Ташкент. Столица Узбекистана заново появилась на свет в 1966 году. Тогда, после разрушительного землетрясения, Ташкент буквально отстроили с нуля. И древний Ташкент стал витриной новой советской архитектуры. В землетрясении устояла одна единственная гостиница, способная вместить сразу много постояльцев. Это гостиница «Ташкент». Вот она. Да, в таких интерьерах сложно разглядеть черты 60-х годов. И все же это та самая советская гостиница «Ташкент». «6 июня 1970 года вся труппа Московского театра «Современник» на гастролях в Ташкенте празднует день рождения актрисы Лилии Толмачевой. Здесь, в ее номере, друзья и коллеги, а главное, почти все, кто 14 лет назад стоял у истоков театра. Основатели. В «Современнике» с первых дней. Они все преданы своему делу, и все чувствуют себя единым коллективом. Да, многие уже приобрели настоящую славу, и эта слава гремит далеко за пределами театральной сцены, но пока они все еще вместе и равны друг другу. А также все, без сомнений, доверяют должность главного режиссера Олегу Ефремову. Ефремов встает, чтобы произнести тост в честь именинницы Лилии. Но думает он в этот момент совсем о другом. Тогда в Ташкенте он никому, кроме Лилии, так ничего и не скажет. Но это же гастроли. Еще несколько дней, и новости узнает весь театр. Итак, Олег Ефремов принял решение. Он покидает основанный им театр «Современник» и принимает предложение Министерства культуры СССР возглавить МХАТ – главный драматический театр страны. Для 7 основателей театра это сильнейший удар. Полный переворот мира, который они все вместе строили последние 14 лет. Но это еще не все. Ефремов предложит всему театру целиком последовать за ним. То есть молодой и независимый театр «Современник» растворить в устойчивом, респектабельном МХАТе. Неужели это конец?
Вы молоды, полны сил, у вас верные друзья, общие идеи, твердые принципы. А главное, у вас есть общая, одна на всех мечта. В чем же проблема? Вперед! Проблема есть. Вам ничего нельзя. Никому ничего нельзя. А о мечте вашей лучше никому не рассказывать. И вдруг, неожиданно, у вас появляется шанс. Было нельзя, а теперь немного можно. Вы снова собираете друзей, оживляете мечту и теперь-то точно вперед. Но стоп. А вы точно знаете, что делать с этой свободой? А где теперь ее границы, знаете? Как получить больше? Уже поняли? Почему вам можно, а остальным нельзя? Догадываетесь? А со своими друзьями вы точно все еще друзья? Много вопросов, но попробовать стоит. Это победители. Они вернулись домой, и это их страна. Ее они отвоевали собственной кровью и жизнью товарищей. Теперь точно начнется время справедливости и человеческого достоинства. И официальная хроника это только подтверждает. В Москве бурно празднуют День города, село собирает урожай, люди радуются миру и ждут новый день. Но все это не больше, чем ширма. Тридцатые годы были залиты кровью большого террора. Но, по крайней мере, они освещались пламенем революции для тех, кто в нее еще верил. А вот вскоре после победы наступает самое беспросветное время. Послевоенный голод уносит жизни 1,5 миллиона, начинается новая волна репрессий, а атмосфера страха и подозрительности сгущается день за днем. Ведь чтобы сохранить режим в стране, где после войны в массовом количестве появились свободные люди, диктатуре надо максимально закрутить гайки. Когда-то самая революционная и прогрессивная, страна стремительно возвращается к имперским порядкам, чтобы все было как положено. Диктатор стареет. Его природные качества, жестокость и подозрительность усиливаются. Это его личная страна, а значит, она стареет вместе с ним и так же, как он. Народная любовь стремится к человеку, который прославил нас. Страна будто погружается в морок торжественности и страха. К строевому шагу военной службы поставлено даже искусство и музыка, и кино, Одна за другой выходили на экран новые кинокартины. и театр. Кузнец Игнодос от имени литовского трудового народа клянется продолжать борьбу за дело рабочих и крестьян. К тому же, другого адресата у советской культуры быть просто не может. Ведь культуру теперь делают не художники и артисты, а начальство. Начальство. Вот кто нагнетает этот повсеместный вакуум. Ведь в безвоздушном пространстве куда проще усидеть на стуле. Хорошее место дорогого стоит. Начальство и питается куда питательнее, и живет кучерявее, чем все остальные. Начальства много, и оно сила. Разве товарищ Ленин отдал свою жизнь для того, чтобы наши животы были набиты галушками? Да никогда! Да не может быть, чтобы живот убил мечту людей великих!
Установленный порядок вещей будто цементирует всю повседневную частную жизнь. В одной из таких квартир сидит очень необычный мальчик Олег Ефремов. Он играет не в танки, не в полярников, а в театр. Разыгрывая пьесы с вырезанными актерами, он мечтает о театре, где все будет, как он придумал. Далеко отсюда, в городе Горьком, в маленькой комнатке, живет Женя Евстигнеев. Он работает слесарем на заводе, а по выходным стучит на барабанах в кинооркестре. Он закончит театральное училище, окажется в городе Владимире и даже там прославится, но всегда будет мечтать о настоящем театре в столице. Будет мечтать о театре и Игорь Кваша. В госпитале он выступает перед ранеными, а переехав в Москву, с 6 утра занимает очередь, чтобы купить билеты в Амхат. Витя Сергачев в далеком Забайкалье будет в запой читать приключенческие романы. Он поступит на биологический факультет, чтобы вывести новый сорт пшеницы и сделать хлеб бесплатным. А потом поймет, что его фантазии есть лучшее применение. И пойдет в театральный. Юная Лиля Толмачева поступит в целых 3 театральных вуза, но выберет школу-студию МХАТ. И не пожалеет. Галя Волчек растет в семье кинооператора, но в кино не хочет. Она придет поступать в театральный, одна среди юбок и платьев в мужском пиджаке. Поступит, а потом чуть не вылетит за профнепригодность. Маленький Лёлик Табаков будет читать стихи контуженным солдатам в эвакуации. А дальше школьником попадет в Москву, захочет купить фонарик, но магазины окажутся закрыты, и Лёлик придет на 3 сестры. И поймет, его место здесь. И сам Олег. Друзья будут называть его Аля. В 45-м, сразу после победы, Олег выдерживает конкурс «500 человек на место» и поступает в школу-студию МХАТ. Там он навсегда заболевает учением Станиславского и кровью подписывает с друзьями клятву о верности великой системе. Все 7 очень хотят заниматься театром, желательно своим. Но своим — это каким? Ведь в советской стране уже есть все необходимые театры. А новые? Какие новые? Цензура — это не просто прихоть отдельных начальников. Это целый механизм. И как он устроен, никто не знает. Заканчиваются 40-е, и новое десятилетие тоже не обещает ничего хорошего. Но 5 марта 1953 года неожиданно умирает Сталин. Вот почетный караул. Вот гроб завозят на Красную площадь. Вот выгружают в мавзолей. Вот траурные танки. Вот скачет прочь конница. Наконец, перекрытую Манежную площадь открывают, и люди буквально бегут. Кто-то поглазеть, а кто-то и по своим делам. Постепенно площадь заполняется людьми, а улица — автомобилями. Наконец, едут троллейбусы. Мимо похорон Сталина, национальной катастрофы, люди просто едут по своим делам. То есть главный государственный человек умер, а свои дела остались. Для такого государства человек — винтик. А у винтиков-то, оказывается, жизнь своя есть. Москва меняется буквально на глазах. На правах столицы она впитывает все изменения первой. Но главное оттепельное событие происходит в феврале 56-го. Говорит Москва. Московское время 8 часов.
Никита Сергеевич Хрущев был плоть от плоти сталинской команды. Но после смерти самого Сталина именно Хрущеву предстояло взлететь на вершину власти, чтобы оттуда потрясти ее основы. В Большом Кремлевском дворце идет последний день очередного 20-го съезда партии. Хрущев приезжает в Кремль с листочками отпечатанного текста и правит его прямо перед выступлением. Это секретный доклад о культе личности и его последствиях. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищ Хрущев. Большой Кремлевский дворец, за десятилетия привыкший к абсолютной покорности и полному раболепию, наполняется неслыханными и непредставимыми прежде словами. Доклад о культе личности производит немедленный взрывной, а за ним и тепловой эффект. Да, это несколько десятков страниц, прочитанных вслух на закрытом заседании. Но будто туман рассеялся, и люди увидели друг друга. Это и есть оттепель. При этом партия смело вскрывала недостатки, ломала устаревшие представления, решительно отметая все отжившее. После 20-го съезда молодежь считывает сигнал. Новое время принадлежит нам. И буквально заполняет московские улицы. По крайней мере, на официальной кинохронике. Но а кто это царит над такой чудесной Москвой? Это чиновник Екатерина Фурцева. Некогда верный сталинец, теперь верный хрущевец. Фурцева взобралась по карьерной лестнице до первого секретаря Московского горкома и руководит всей столицей. Весной 1956 года над затихшей ночной Москвой загорается и не гаснет окно. Это крохотная комнатка на верхнем этаже школы-студии МХАТ. Под ней студенческая столовая. Вечерами вытяжка заносит наверх котлетные запахи. Внутри накурено, суетливо и очень шумно. В комнате десяток человек, но большинство молчит. А спорят двое. Один убеждает, что в театре худсовет лучших должен решать все. Другой кричит в ответ, мол, это кошмарная позиция, главное в театре коллектив. И утверждает, что если коллектив ему скажет, нужно, чтобы ты сыграл козу, ну что ж, сыграет. Грозится сыграть козу Олег Ефремов. Его оппонент — театральный режиссер Анатолий Эфрос. А вокруг их будущие коллеги. Это молодые, а некоторые очень молодые люди. Все студенты и выпускники школы-студии МХАТ. Лилия Толмачева, Игорь Кваша, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Виктор Сергачев и Олег Табаков. Олег Ефремов с юности хотел в МХАТ. Он закончил МХАТовскую школу-студию, попытался остаться там актером, и его не взяли. Но любовь к МХАТу взяла свое, и он пришел туда преподавать. И теперь готов идти дальше. Олег Ефремов первую треть жизни прожил в сталинском миропорядке. И вот теперь сталинский миропорядок трещит, но установки, которые он вбил в голову людям, до сих пор там. А Олег Ефремов — человек из какого-то нового времени. Или вообще вне времени. Он имеет собственные принципы, готов брать ответственность, уверен в себе и невероятно магнетически обаятелен. Стоит ему поманить рукой, вокруг собирается толпа друзей, готовых ради него на все. Причем обаяние Ефремова действует даже на начальство. Низвержение Сталина будто воспламеняет Ефремова. Он верит, что теперь, после 20-го съезда, все изменилось. Навсегда. И даже вступает в партию, ведь это новая партия. К тому же он романтический коммунист и верит в силу коллектива. Вот ее-то он и намерен применить. Любимый преподаватель всех студентов и выпускников школы-студии МХАТ, он внушает им простую мысль. Пора. И вот поздней ночью
Собрав в закрытой аудитории несколько студентов, однокурсников и просто друзей, Ефремов предлагает им небывалое. То, о чем мечтал с детства — создать свой театр. Это должен быть театр их поколения, молодой и свежий, и не такой, как все. Рядом МХАТ, все еще театр статусный, пышный и совершенно оторванный от жизни. А главный театр омхачивает и все остальные театры страны. И всюду на сценах одно и то же. Или замшелая классика, или назойливая пропаганда. Значит, новый театр должен стать другим. Это должен быть театр, где на сцене сегодняшний день и живые люди. Теперь планы надо подтвердить делом. Ведь начало будущего театра — это не разговоры и даже не вешалка. Первый спектакль. Студия молодых актеров не хочет иметь ничего общего с пантеоном сталинских драматургов. Настоящему художественному театру нужен свой Чехов. А когда молодых актеров спрашивают: «Ну и кто ваш Чехов?», ответ один — Розов. Пьеса Виктора Розова «Вечно живые» написана еще в 1943 году. Тогда у нее, конечно, не было ни единого шанса на постановку. А вот в 1956-м такой шанс замаячил. И весьма явно. «Вечно живые» — это первый спектакль будущего современника. Спектакль о личной войне. А личной — значит, там воюют, погибают и страдают личности, а не ведомый товарищем Сталиным абстрактный советский народ. В Москве живет влюбленная пара — Вероника и Борис. Начинается война, и Борис говорит: «Если я честный, я должен». Он уходит на войну, где пропадает без вести. Потом эвакуация, и там в изнеженном обществе блистает вынужденный муж Вероники, пианист Марк, трус и подлец. Но сама Вероника всегда будет помнить своего Бориса, кто бы ни был вокруг. Да, розовские персонажи немного книжные праведники. Марк чуть опереточный подлец. Но все равно на сцене нормальные живые люди, они разговаривают своим человеческим языком. Оказывается, театр может быть и таким. Говорить со сцены без обязаловки, без казенных фраз. Так, как в жизни. По тогдашним меркам это радикальный художественный жест. Будущий театр ставит вечно живых и тем проверяет на прочность границы дозволенного. Видимо, теперь на сцене можно, как в жизни. Все молодые артисты, включая Ефремова, работают в своих театрах. Только ночью после спектаклей они идут не домой, а в ту маленькую комнатку репетировать вечно живых. А утром снова на работу, и ночью снова туда, и снова, и снова. Премьера «Вечно живых» тоже ночью. А когда им еще играть? Поэтому публику, тоже сплошь молодых людей, приглашают на премьеру первого спектакля ровно в полночь. Спектакль заканчивается овациями. Сейчас отсюда выбежит восхищенная толпа. Но овации не стихают. Артисты выходят на поклон снова и снова. Теперь слышны какие-то крики. И тут случается чудо. Зрители требуют, чтобы актеры вышли из гримерок на обсуждение того, что только что случилось. Как так может быть? А просто. Вот есть зрители, они в зале, есть артисты, они на сцене. Но сегодня это одни и те же люди. Они об одном думают, за одно и то же переживают, одним и тем же озадачены. И поэтому то, что они все вместе остаются в зале, обсуждать увиденное до утра, абсолютно естественно. Главное, о чем просят зрители артистов. Вы ни в коем случае не должны расходиться, не должны потерять друг друга. Потому что вы будете театром нашего поколения. На первых зрителей, вернувшихся домой с первыми поездами метро, вечно живые производят ошеломительные впечатления. Они увидели не артистов театра,
а самих себя. Радиопостановка «Вечно живых». Те самые голоса. Сказать надо было Боре, хотя бы отцу. Бабушка, ну зачем же так много? Нужно ж только необходимое. Да все, Боренька, кажется необходимым. Ну ладно, главное полегче. Да, папе звонили? Но удачного спектакля для большого дела мало. Нужно быть не только артистами, режиссерами, художниками, а еще дипломатами и переговорщиками. Нужно думать, как и когда выработать, провести, разделить и переговорить. Современнику всем этим пришлось заниматься с первых дней существования. Но им повезло, ведь у них был Ефремов. Итак, задача — закрепиться коллективом при МХАТе. А это директор МХАТа Александр Солодовников. Он приходит на спектакль, растроган и разрешает поиграть в «Вечно живых». Вот тут, на второй сцене. Но этого мало. Однокурсник Ефремова, главный редактор газеты «Известия» Алексей Аджубей. Жена Аджубея — Рада, девичья фамилия Рады, Хрущева. Она дочка главы государства. Рада договаривается о визите в театр самой московской градоначальницы Екатерины Фурцевой. Фурцева довольна и тронута, но вот помогать не хочет. Кажется, схема не сработала. Но тут на пути появляется тихий, скромный человек, экономист МХАТа Георгий Заявлин. Он предлагает создать коллектив шабашников. Шабашники — это тогдашние добровольные строительные бригады. По их принципу организуется и театр. Только вместо кирпичной кладки эти шабашники производят спектакли. Новая студия молодых актеров при МХАТе так и называется — «Студия молодых актеров». Теперь они все официально работают здесь. И это уже не просто собрание заговорщиков, а коллектив. Театр-коллектив — главная идея Олега Ефремова. А значит, Эфросу с его идеей театра лучших придется отступить. Театр-коллектив — это значит, ни один спектакль не ставится без одобрения большинством труппы. Но и это еще не все. Это уникальный театр «Горизонталь». Здесь вообще нет главного — полная демократия. Вот, даже Ефремов отпрашивается у коллектива на съемки. И это тоже еще не все. Все официальные зарплаты скидываются в общий котел, и коллектив голосованием решает, кто работал больше и лучше, а кто меньше и хуже. И общий зарплатный фонд распределяется среди всех, в строгой зависимости от вклада в общее дело. Театр-коллектив в действии. Но теперь, чтобы стать настоящим театром, после первого спектакля должен появиться второй. Основатели пробуют темы, раньше запретные, а теперь кто знает, и упираются в еврейский вопрос. С 40-х годов в Советском Союзе существует политика государственного антисемитизма. К концу сталинского правления евреев дискриминируют и преследуют вовсе открыто. Теперь система ослабляет хватку, но в целом еврейский вопрос остается открытым. Для второй постановки молодые актеры выбирают пьесу Александра Галича. Галич — успешный и состоявшийся советский драматург. Правда, его настоящая фамилия — Гинзбург. Вот теперь сталинская машина цензуры начинает работать по-другому. Ее механизм буксует и сбоит. Так в печати на сцену попадает то, что еще недавно. В общем, пьеса Галича случайно получает лид, то есть разрешение к постановке в любом театре. Сам автор обозначает свою пьесу «Матросская тишина» как наивно-патриотическая. Это и правда трогательная советская пьеса о родной земле и родных людях. Правда, это те самые люди. Абрам Шварц и его сын Давид живут в местечке Тульчин. Абрам, болтливый и жуликоватый завскладом, изводит Давида занятиями на скрипке. Его мечта — сделать Давида студентом Московской консерватории. Но когда Давид им становится, отрекается от папы. Абрам возвращается в Тульчин, а Давид остается в Москве и вскоре идет на войну. Тяжело раненый, Давид узнает, что с папой и родным городом сделали немцы.
Матросскую тишину принимают к постановке и в «Современнике». Ну как же, наивно-патриотическая. Да и евреи у нас теперь не безродные космополиты, а почти равные со всеми советские граждане. Пьесы репетируются и ставятся очень быстро. Вот и костюмы готовы. Первая открытая генеральная репетиция проходит на ура. Забитый до отказа зал ликует. Еще один бастион пал. И про это теперь можно. Но можно или не можно, окончательно будет решать начальство. Репетиция, конечно, всем нравится. И элит у пьесы есть. Но разве веское, решающее слово сказано? Нет, не сказано. Руководство МХАТа быстро организует вторую генеральную репетицию. На нее приглашают всего несколько человек. Представители Министерства культуры, партийное начальство и авторитетного ленинградского режиссера Георгия Товстоногова. Начальство в тупике. Понятно, что евреев на квадратный метр сцены немыслимое количество. Но как запрещать? И тогда Товстоногов подсказывает удобную формулировку. Он снисходительно говорит, что ребята еще молодые. И такая пьеса им не по зубам. О! Не по зубам. Точно. Не по зубам. Выясняется, что можно-то пока далеко не все. С Галичем не получится. В поисках радости проверенного Виктора Розова второй спектакль студии. Теперь, конечно, всем все нравится. Второй спектакль позволяет, наконец, окончательно закрепиться. И более того, получить официальное название. А это? Что это незнакомые афиши? Театр, студия, современник. Новый театр? По-видимому, так. Главный принцип отбора драматургии диктует и выбор названия театра. Некоторые морщатся, мол, банально. Но на самом деле ничего лучше и придумать нельзя. Конечно, это «Современник». Дело даже не в том, что на сцене «Современника» современность. Советский театр так долго лгал, агитировал, подменял и славословил, что противопоставить этому можно только предельно честный разговор о том, что составляет нашу жизнь. Здесь и сейчас. Это и пытается сделать «Современник». Современниковский стиль еще называют шептальный реализм. Это очень экзотичный по тем временам стиль. На сцене не декларируют и декламируют, а мямлят, бормочут, тараторят. В общем, ведут себя как современники. Александр Володин – самый человечный драматург «Современника». И идеальное воплощение шептального реализма – его пьеса «Пять вечеров». Про героев Володина говорят, раньше таких дальше передней не пускали. Обычный человек, не герой труда, не герой войны и вообще не герой. Ильин возвращается в родной Ленинград. Его не было почти 20 лет. Что он делал все это время на северах, многие догадываются. И вот Ильин в квартире у своей давней возлюбленной Тамары. Они проведут вместе 5 вечеров. То ли это любовь, то ли уже нет. И чем дальше, тем сложнее понять, где происходит действие. В Советском Союзе, в Париже, в Варшаве, да хоть на Луне. Молодость, она везде окаянная штука. Ведь это просто люди, живущие без всякого государства, без пятилеток, без начальства. Но они просто любят, просто сомневаются, просто ревнуют. Но важнейшее требование соцреализма, чтобы сюжет на сцене разворачивался на фоне борьбы за светлое будущее. А здесь-то с чем борьба? С самим собой? Со своими чувствами? С невозможностью счастья? «Современник» еще шире раздвигает границы допущенного. Он показывает стопроцентно частную, а не героическую жизнь. Люди на сцене выясняют, как им жить друг с другом, а не со страной.
Здравствуй, юность, окрыленная... Оттепель осталась в массовой памяти набором кадров из кинохроники. Вот фестиваль молодежи и студентов. Вот американская выставка. Вот энергичный и смешной Хрущев. Но это, конечно, не полная картина. Есть Москва, а есть вся остальная страна. В августе 1959 года происходят события, которые потом назовут «беспорядки в Тимиртау». В казахском городе Тимиртау строят огромный металлургический комбинат. Молодые люди, комсомольцы и коммунисты, отправились сюда работать на благо любимой страны. Они приехали на волне энтузиазма и оптимистического подъема, охватившего после 20-го съезда всех. Но условия жизни в Тимиртау даже не чудовищные, а просто невыносимые. И не в климате дело. В одной палатке живут по 30-40 человек. Электричества нет, еды не хватает, и даже с питьевой водой перебои. И это не бесправные зэки, а люди, приехавшие сюда добровольно, из лучших побуждений. 1 августа комсомольцы поднимают бунт. Он превращается в массовые беспорядки, подавленные армией с погибшими и ранеными. Разбираться приезжает лично Леонид Брежнев. Зачинщиков показательно приговаривают к большим тюремным срокам, а некоторых к расстрелу. Но теперь оставшихся надо задобрить. Комсомольцам объявляют: проси, что хочешь. И они просят «Современник», почти идеальную картинку той оттепели, в которую хочется всем. И театр «Современник» приезжает в Тимиртау лучшим составом. Только на месте они узнают, где, после чего и перед кем им придется выступать. И про цену редкой художественной свободы тоже многое станет ясно. Из нашего времени легко увидеть оттепель исключительно временем новых, безграничных свобод. Но это в одной и той же стране показывали Пикассо и травили Пастернака, жали руку Кеннеди и вводили танки в Венгрию, кричали «все для человека» и стреляли по своим. А обычный советский человек все это время пытается понять, как ему себя вести. Раньше даже было проще – все нельзя. А теперь каждый день одно и то же – и можно, и нельзя. И культ личности-то, положа руку на сердце, не то чтобы подвергнут тотальному и последовательному разоблачению. Это секретный доклад Хрущева в своем кругу, после которого Сталин лежит в мавзолее еще 5 лет, да и памятники ему стоят и стоят. Если с принципиальным вопросом все так двойственно и мутно, то с остальным-то тем более. И, видимо, единственный способ разобраться, что можно, а что нельзя, вообще не думать, а просто пытаться и по возможности делать. Пьесу Евгения Шварца приносит в театр режиссер Маргарита Микаэлян. Пьеса написана еще в 1934 году, но никогда не ставилась. Из пьесы Шварца рождается самый смешной, смелый и скандальный спектакль оттепельного современника. Итак, это очень узнаваемое полувоенное королевство, где деревья в саду выстроены взводными колоннами, птицы летают побатальонно. Евгений Евстигнеев в роли короля — глупый самодур с короной на бекрень. Самодержавный лозунг тоже знакомый. «Пышность — главная опора трона». На сцене собирательный образ всего советского начальства, восходящий, конечно же, к личности с культом. Культ поддерживает первый министр в исполнении Игоря Кваши. Раболепно, до ужаса присмыкающийся перед королем. Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь. И вокруг свита, которая сама понимает: вся наша национальная система, все традиции держатся на непоколебимых дураках. Генеральную репетицию закрывают для просмотра начальства. Сторонним зрителям вход в театр запрещен.
Но играть комедию перед десятком бобровых воротников абсолютно бессмысленно. Начальство из страха друг перед другом будет сидеть с каменными лицами. Ну, какая тут комедия? И тогда артисты «Современника» запускают слух. Скоро будет премьера одного очень смелого спектакля, который то разрешают, то запрещают. Студенты театральных вузов в день генеральной репетиции массово сбегают с занятий и собираются перед входом в театр. Им намекают: если вы прорветесь внутрь, мы сделаем вид, что пытались вас остановить, а там разберемся. Ну и вот, толпа врывается внутрь, заполняет балкон, в зале стоит хохот, успех обеспечен, и спектакль проходит на ура. Начальство в ступоре. Формально чего тут запрещать, сказочка. Но и разрешить явный, неприкрытый поклеп на руководящих работников. Как? На следующий день «Современнику» ехать в Ленинград. У московского начальства расчет. Пусть свирепая ленинградская цензура закроет голову короля сама. Но в Ленинграде думают, что если уж Москва разрешила, значит, все точно согласовано. Но ничего не согласовано. В Москве вообще не знает, что с этим спектаклем делать. Замы министра культуры по очереди ходят на показы, но не находят, к чему прицепиться. Напускают газеты, те поддакивают. Спектакль-пародия. Но аншлаги-то день за днем. Начальники пытаются понять, кто вообще открыл этот театр. И выясняется, что никто. Это студия, отцепившаяся от МХАТа и никуда не девшаяся. То есть «Современник» как бы есть и как бы его нет. На спектакль является сам министр культуры Николай Михайлов. И теперь он лично в ярости. Для такого рода ситуации у «Современника» есть внутренний лозунг. Это слово артисты театра говорят друг другу, когда не знают, что делать. И всем становится легче. «Современник» играет «Голого короля» по несколько раз в день при полном зале, чтобы успеть показать, пока не закрыли. Газеты тем временем не унимаются. У них уже есть готовые вердикты. Комедийный пустячок. Фейерверк трюков. И в то же время зрители буквально заваливают «Современник» восторженными письмами. На конверте даже не пишут адрес. Просто «Москва, театр «Современник». И билетов не купить. И все же внутри самого театра начинаются сомнения. Не зашли ли мы слишком далеко? На театральном партсобрании артисты будто сами пытаются себя убедить. Нет-нет, «Голый король» — это не то, что вы подумали. Культ личности здесь совершенно ни при чем. Что вы, что вы. Нет, правда. Что это было? У меня большие сомнения насчет направленности спектакля. В пьесе есть двусмысленность. Пугают намеки на наше недавнее прошлое, и удалить их не удалось. Вызывает ненужные ассоциации. Надо заявить «Современнику», что он и в этом жанре может быть искренним, живым, а не решать спектакль, держа кукиш на прошлое. Беспокоюсь за идейное звучание пьесы. Нам не нужно ставить пьесу против культа личности. Этот вопрос устарел, и бестактно было бы муссировать его. Чем меньше мы будем задевать культ личности, тем лучше и здоровее будет спектакль. Почему это обсуждение звучит именно так? Был ли это протокол для протокола, чтобы в случае чего предъявить начальству? Или настоящая попытка самоцензуры? Теперь уже никто не узнает. Все это время дамоклов меч, нависший над «Современником», вот-вот рухнет на него. Приказ Министерства культуры. В деятельности театра «Современник» и его главного режиссера товарища Ефремова имеют место крупные идейно-художественные ошибки. И дальше совсем пугающе. Министерство культуры СССР не может мириться с порочной и ошибочной идейно-художественной линией театра «Современник». Что же будет? По городу несется слух. Говорят, у министра культуры Михайлова готов следующий приказ о закрытии театра. И тут срабатывает бомба замедленного действия. Когда в 1957-м Хрущева пытались сместить, Фурцева его поддержала. Прошло 3 года, и вместо благодарности Фурцева летит из ЦК. Теперь она всего лишь министр культуры. А прежний министр Михайлов
в отставке. На новой должности принято начинать с чего-то хорошего. И буквально в первые дни царствования Фурцева превращает несуществующий театр в совершенно реальный. И даже дает им первое в истории современника здание здесь, на Маяковской площади. Вот этот домик. Маленький, конечно, и скромный, зато свой. И теперь современник с карты Москвы никуда не денется. Современник и его здание на Маяковской становятся центральными точками притяжения шестидесятников. Несколько оттепельных лет так подогрели культурное пространство, что к 60-м одно за другим появляются новые и новые имена. Тех, чей творческий расцвет пришелся на это десятилетие, так и называют — шестидесятники. Шестидесятники вплетаются в повседневную жизнь почти каждого — стихами, фильмами, музыкой и однодневными выставками. Вот и список приглашенных на открытие театра. На Маяковской, кажется, вечеринка десятилетия. Более того, кого бы из мировых знаменитостей не занесло в Советский Союз, в «Современник» самое модное московское место ведут всех. На Маяковскую приезжают и Микеланджело Антониони, и Питер Брук, и Марчелло Мастроянни. Отсюда, с площади Маяковского, кажется, что запреты вот-вот рухнут навсегда. Но это прогрессивная витрина Советского Союза. Вот как много изменилось за 10 лет, вот какая богатая современная культура, вот какие у нас шестидесятники. А за витриной есть настоящая жизнь. Судьба, как ракета, летит по параболе, обычно во мраке и режет по радуге. Самый растиражированный образ оттепели в кино. Москва слезам не верит, но свободные поэты свободно читают стихи у памятника Маяковскому. Памятник Маяковскому открыли в 1958-м, и вначале каждый и правда мог прийти и громко для всех прочесть свои стихи. Но к 60-му году свободные чтения властям надоели. Площадку у памятника стали огораживать, потом всех читающих переписывали в милиции при станции метро. 14 апреля 1961 года, в годовщину гибели Маяковского, вся Москва праздновала полет первого человека в космос. У памятника Маяковскому тоже решили почтить выход за земные пределы и прочесть стихи. Все собравшиеся были увезены в отделение и избиты. Больше стихов у Маяковского никому читать не давали. Но оттепельный миф о романтических поэтах на площади Маяковского оказался стойким. Как и тогдашнее ощущение большинства шестидесятников, что все впереди. В ноябре 62-го по всей Москве ищут журнал. Хотя бы один единственный выпуск «Нового мира». Ведь в нем опубликовано такое. «Один день Ивана Денисовича. Один день из лагерной жизни простого сталинского зэка». Это рассказ, написанный Александром Солженицыным и одобрены свыше самим Никитой Хрущевым. Получается, теперь дан зеленый свет лагерной прозе. Ефремов хочет ставить немедленно. Он уже придумывает лагерные вышки прямо в зрительном зале. И это в советском театре. Крамольного содержания не боится никто. Проблема вообще одна. Многовато героев для маленькой труппы. Ну ничего, с этим-то мы как-нибудь справимся. Ну что, в театре новый будущий автор — Александр Солженицын. Солженицын теперь регулярно приезжает к Ефремову. Вместе они ходят на прогулки вокруг театра, чтобы разговаривать, не боясь лишних ушей. Оказывается, можно не мучиться с инсценировкой Ивана Денисовича. У автора и готовая пьеса имеется. Она называется на малопонятном лагерном языке «Олень» и «Шалашовка». В пьесе встречаются такие специальные термины, как «падла», «сука», «шмон». Среди прочих слов «шалашовка» — лагерница легкого поведения, и «олень» — это слишком честный лагерник-идеалист. Солженицына приглашают в «Современник» познакомиться поближе. Он приходит в здание на Маяковской и читает свою пьесу вслух перед всеми, изображая каждого из десятков персонажей
невероятно артистично и достоверно. Сразу представляется и рисуется именно такая постановка, как хотелось, с лагерными вышками и слепящим зрителей ярким светом. Эскизы создает тоже бывший лагерник, художник Леонид Вегенер. Осталось получить разрешение. Но ведь раз у нас лагерная тема теперь одобрена на высшем уровне, значит, серьезных проблем не будет. И все-таки постановку на сложную тему надо согласовать. Фурцеву решают лишний раз не дергать. Мелкое начальство опасно, начнет пакостить. Но стоп. Разрешил Солженицына Хрущев, значит, обращаться надо на самый верх. И тогда это должен сделать сам Солженицын. Он звонит помощнику Хрущева Владимиру Лебедеву. Именно так поступают все шестидесятники. И Твардовский, и Евтушенко. Но вот ответ. Пьесу ставить не рекомендуют, а то в театр тучами слетятся, цитата, «огромные жирные мухи», то есть иностранные корреспонденты и злопыхатели. И «Современник» надолго прощается с лагерной темой. И с Солженицыным. Тому остается до опалы совсем недолго. Что-то явно меняется, и события это только подтверждают. 1 декабря 1962 года Никита Хрущев оказывается в Манеже на выставке работ московских художников. Накануне визита первого секретаря туда привозят и картины московских авангардистов. Авангардистов веселый архитектор оттепели разносит в пух и прах. И это только начало. Накануне выставки французского художника Фернана Леже в Пушкинском музее его работы снимают одну за другой просто по указанию пальцем. В народе тенденцию считывают быстро. Как от этого Леже нам не стало бы хуже. Хоть не может быть хуже, чем уже. Но могло быть и хуже. Почему нет? Никита Сергеевич, у меня были срывы неверные. Это не ложь. Ложь! Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов. Не могу! Я не могу! Обе встречи Хрущева с интеллигенцией заканчиваются разгромом и истерикой. К этому времени в советской культуре намечаются два лагеря. Один, которому принадлежит и «Современник», бьется за новое. Второй, по священной традиции, стоит за скрепы. И маятник оттепели качается то в одну сторону, то в другую. Все по воле одного человека. На втором десятке лет правления и грандиозных реформ Никиту Хрущева лихорадит и бросает из стороны в сторону. Из демократизма в деспотизм, из крайности в крайность. Человек деятельный, к 1964 году он явно устал от власти, а она устала от него и его непредсказуемости. В октябре 1964-го партийный заговор отправляет Хрущева в отставку. 5 строчек. Вот сколько посвящает его отставке главная газета советского государства. И вскоре Никита Хрущев просыпается персональным пенсионером всесоюзного значения. Впереди шахматы, теплица и мемуары. Алло. Да. Да. Что такое? Карибский кризис. Это относится к октябрю месяцу 1963 года. Теперь к власти пришли прагматики. Если Хрущева бросало из стороны в сторону, эти вовсе не настроены ни на какие эксперименты. Шестидесятники в ожидании перемен к худшему, и система их ожиданий не обманывает. Машина цензуры начинает яростно выставлять заслонки там, где свободная мысль еще недавно могла проскочить. «Современник на распутье».
Пространство свободы вокруг явно сокращается. Но как на это реагировать? Они сами не знают. На одном из собраний основатели даже всерьез обсуждают, а не поставить ли им все-таки запрещенную матросскую тишину. Причем Ефремов говорит: «Беру на себя ответственность». К чему привел бы второй штурм еврейского вопроса, неизвестно. Потому что Волчек предлагает другой план, похитрее. И в «Современнике» неожиданно для многих и впервые для себя ставят русскую классику. Но это будет классика, прямо откликающаяся на современность. Что-то о романтических юношах в эпоху всеобщего прагматизма. Оказывается, первый современниковский драматург кое-чем на эту тему располагает. Инсценировку обыкновенной истории классического романа Ивана Гончарова написал Виктор Розов. А значит, это должно быть как минимум злободневно. Прекраснодушный и юный Александр Адуев в исполнении Олега Табакова приезжает к дяде. Его играет Михаил Казаков. Племянник читает стихи. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы», и верит, что может изменить мир. А дядя говорит: «Горячность вредит. Мы принадлежим к обществу, которое нуждается в нас». Адуев влюблен в Наденьку и считает, что это на всю жизнь. Но вскоре Наденька изменяет юному идеалисту-романтику с неким графом. К концу спектакля младший Адуев превращается в куда большего циника, чем старший. И уже сам говорит: времена такие, сам понимаешь. Это мрачное предупреждение всем идеалистам. Сложно не рассмотреть в обыкновенной истории историю самого современника. В 1966 году, когда обыкновенная история выходит на сцену, театру «Современник» исполнилось 10 лет. А это уже возраст. В «Современнике» много новых актеров. Из молодого коллектива театральных романтиков «Современник» стал студией, потом театром-студией, а потом и полноценным взрослым театром. Переход во взрослую возрастную группу теперь закреплен официально. Их даже за границу выпускают. Это первая разрешенная поездка большинства артистов в большой мир. А Ефремов побывал на Кубе, да еще и с остановкой в Нью-Йорке, где сам снял эти кадры. Но даже теперь «Современник» все равно театр-коллектив. Здесь сохраняются демократические порядки, которых нет больше нигде. Например, по каждому из актеров театра труппа устраивает голосование с обсуждением, достоин ли такой-то быть артистом «Современника». Обсуждаемый в это время в прединфарктном состоянии сидит в буфете, а потом узнает приговор. Вот те самые бюллетени, которые решали, кто нам современник, а кто не дотянул. Олег Ефремов не исключение. Его тоже обсуждают, хотя, конечно, всегда голосуют «за». Ефремов для «Современника» одновременно и равный среди лучших, но и лучший среди равных. Он и всего лишь один из 7 основателей, и главный режиссер. А еще он — лицо театра и для зрителей, и для власти. И, конечно, не без диктаторских замашек, как все, кто за коллектив. И в коллективе Ефремова за глаза называют коротко и смешно — «фюлер». Вроде бы и не фюрер, но козу играть уже точно не станет. На собраниях Ефремов пытается соответствовать. Иногда серьезно, иногда нет. Повысить дисциплину за кулисами, в домино не играть и не резвиться. К обыкновенной истории снимут телевизионную версию. Ее тоже поставит Галина Волчек. Что делать? Век такой. Я иду наравне с веком, и нельзя отставать. Век, надо сказать, хороший. Этот век мне нравится. Волчек и другие создатели спектакля получат целую государственную премию. Мечтали ли о госпремии 7 молодых человек в каморке над МХАТом, пропахшей столовской капустой и табачным дымом? На
собрание по случаю нового сезона в «Современник» приходит начальство и говорит, что обыкновенная история — это, конечно, хорошо, но в 67-м юбилей революции, и отметить надо, цитата, «в полном блеске». В театре начинается размышление. Это нелегкая задача — поставить что-то к главному государственному юбилею на самую затасканную тему и при этом остаться современником. И в театре заказывают 3 новых пьесы у современных авторов. Пьесы складываются в трилогию «3 поколения перемен» — декабристы, народовольцы, большевики. Трилогию мгновенно принимают к постановке. Лита разрешения на постановку нет. Но, как говорит Ефремов соратникам, это нас не остановит. Самую трудную пьесу трилогии о Ленине и большевиках пишет Михаил Шатров. Пьеса так и называется «Большевики». Она о 1918 годе и страшном выборе. 30 августа 18 года. эсерка Фанни Каплан только что стреляла в Ленина, и он при смерти. Но самого Ленина на сцене нет. На сцене те, кто сами про себя говорят: «Мы марксисты», Центральный комитет партии. Все большевики за 2 часа должны решить, вводить красный террор в ответ на покушение на вождя или нет. Галина Волчек придумывает поставить прямо на сцену часовых красноармейцев. Причем их по такому случаю берут из реальной охраны мавзолея Ленина. Дискуссия о красном терроре тогда, 30 августа, заканчивается голосованием. Единогласно. За. Народные комиссары шепотом, чтобы не беспокоить раненого Ленина, поют гимн «Интернационал». В зале зажигается свет. События, показанные в спектакле, и правда инициируют красный террор. Страшную карательную операцию против так называемых классовых врагов. Бывших дворян, помещиков, священников, интеллигенции. Но даже в такой ситуации на сцене «Современника» живые люди, а не партийные истуканы. Можно ли хоть как-то обелять образованных людей в пенсне, пусть скрипя сердце, но санкционирующих гибель десятков тысяч людей? А если не обелять, можно ли этих людей понять? Это и пытается сделать «Современник» в большевиках. Здесь марксисты? Так ведь и мы марксисты. Спектакль-то готов, но машина цензуры, и без того уже работающая на высоких оборотах, дает команду «стоп». И пьеса Шатрова так и не получает лид. Причем за день до премьеры, за сутки до главного юбилея. 6 ноября, прямо накануне праздника, короткий день. А потом решать вопрос будет некому. Экстренно нужно самое высокое начальство. Ефремов, Шатров и Волчек бросают все дела и лично едут в Министерство культуры. Фурцевой нет на месте. У нее совещание. Бегут в приемную. Там какие-то люди. Ефремов командует: «Товарищи, оставьте нас на 10 минут». В пустой приемной по вертушке специальной связи звонят в ЦК. Главный партийный идеолог Демичев готов встречаться и обсуждать, но решать нужно сейчас. И решить сейчас может только Фурцева. Волчек пишет на клочке бумаги губной помадой: «Погибаем», и засовывает под дверь Фурцевой. Через минуту выбегает сама Фурцева. Волчек в слезы. Немая сцена. Таких решений Екатерина Фурцева не принимала ни до, ни после. Для начальства высшего ранга это беспрецедентный выбор. Фурцева разрешает большевиков под свою личную ответственность. Посмотрев спектакль, она говорит: «Никогда не была на таком прекрасном партсобрании». И даже входит в конфликт с главлитом, центральным цензурным органом. Письмо всесильного начальника главлита в Центральный комитет партии. Это совершенно недопустимый случай. Произведения современных советских авторов могут показываться на сцене лишь после разрешения их к постановке органами главлита. Ответ Фурцевой. Претензии товарища Романова к пьесе построены на вырванных из контекста отдельных фразах. Спектакль проходит с огромным успехом. А главное, трюк срабатывает. «Интернационал» сначала поют артисты на сцене, а потом свет зажигается, и революционный гимн подхватывают зрители в зале и поют стоя. Один из зрителей большевиков по имени Алексей Карамурза под «Интернационал» в конце спектакля не встает. И вместе со всеми партийный гимн не поет. Сразу после спектакля на площади Маяковского его догоняют люди в штатском. Да,
Большевиков, конечно, называют смелым спектаклем. Но на поверку выясняется, что смелость бывает разрешенная и не очень. Массовый красный террор в Советской России продолжался 3 года. Всю гражданскую войну. Чтобы установить советскую власть, ее пришлось насадить. Буквально на штык. Остановиться потом было трудно. Оценив издержки и соотнеся с приобретенными выгодами, большевики сделали насилие основным творческим, буквально созидающим методом. Индустриализация руками тысяч заключенных рабов, коллективизация с целыми деревнями, отселенными в голую тайгу, политическое единовластие путем устрашения и физического уничтожения части населения. И Алексей Карамурза, не вставший под интернационал и задержанный за это милицией после спектакля, жертва все того же прекрасного партсобрания. Из пьесы про далекий 1918 год. И машина цензуры, пытавшаяся этот же спектакль запретить, тоже часть той самой силы. При необходимости она быстро переходит от запретов к решительным действиям. Оттепель в Советском Союзе постепенно угасает, а вот в Чехословакии, наоборот, разгорается все сильнее. Там правительство, независимо от мнения Москвы, объявляет о строительстве у себя в Чехословакии социализма с человеческим лицом. Но не нравится советским ответственным товарищам это лицо. Подлинные ценности социализма оттесняют демагогические, мнимые. 21 августа 1968 года в независимую Чехословакию вводятся войска. Необходимая цель снова достигается уже известным, проверенным способом. 25 августа на Красную площадь выходят 8 человек. 8 человек на 237 миллионов публично протестуют против советских танков в Праге. Демонстрация продолжается 5 минут, участники получают тюремные сроки и принудительное психиатрическое лечение. В «Современнике» в эти дни репетируют спектакль «На дне». Постановку Галины Волчек по самой известной пьесе самого возносимого советской властью автора – Максима Горького. В ночлежном доме живут самые разные люди с социального дна Российской империи. Воры, проститутки, бродяги – каждый со своей неповторимой судьбой. Однажды в доме появляется странник Лука. Он обещает жителям ночлежки надежду и новую жизнь. Но в решающий момент Лука исчезает, будто его и не было. А люди остаются на дне, вместе с неоправдавшимися надеждами и горькой правдой. И воспоминаниями о кратком проблеске другой жизни. Историю ночлежного дома и его обитателей традиционно ставили то как пейзаж социально-сословного дна, то как картину России времен проклятого царизма. А Волчек по-современниковски пытается увидеть в горьковских персонажах людей. Но после танков в Праге 4-й акт приходится полностью переделать. Теперь слова о человеке, который звучит гордо, не могут произноситься ни громогласно, ни под хохот собутыльников, как было задумано Волчек, а только так. Человек – это великолепно. Это звучит гордо. Что остается зрителям «Современника»? Быть и здесь, и не здесь. Одной половиной существования исполнять все необходимые ритуалы, ходить на митинги, на выборы с одним кандидатом, на партийные и комсомольские собрания, а другой половиной делать все, что угодно – читать, общаться, бездельничать. В общем, жить настоящей жизнью. Да, «Современник» не изменил ни страну, ни власть. Но его зрители научились жить, дружить, любить и существовать отдельно от государства. После пражских событий оттепель окончательно становится историей. Тогда, в конце 60-х, еще неизвестно, а что впереди. Выходит знаменитое письмо 25 против явно начавшейся реабилитации Сталина. Цитата. «Никакие разъяснения или статьи не заставят людей вновь поверить в Сталина». Вторая подпись под этим письмом Олега Ефремова.
Жарким летом 70-го года «Современник» едет с гастролями по Центральной Азии. Обычно театральные студии живут не больше 10 лет. Начавшийся за 1,5 десятилетия до этого как крохотная студия, «Современник» вырос в настоящий театр с большими постановками, известными артистами, даже государственными наградами и званиями. И чем дальше, тем сложнее выросшему, многолюдному и сложно устроенному организму оставаться сверхдемократичным театром, где все равны, все решают вместе и даже гонорары делят по справедливости. Перемены в «Современнике» назрели, и это всем очевидно. Но кто же знал, что они наступят так стремительно? Слухи о происходящем следуют за гастрольной труппой из Ташкента в Алма-Ату, а потом в Москву. И теперь основателям «Современника» надо принять самое сложное решение в судьбе своего театра. Олег Ефремов объявляет всем, что покидает «Современник». Теперь он будет главным режиссером МХАТ СССР. И предлагает «Современнику» следовать за ним и влиться в теперь ефремовский МХАТ всей труппой. Для Ефремова МХАТ – главный театр в мире. Он хотел попасть туда еще студентом, но был отвергнут начальством. Поэтому должность главного режиссера – это белый конь, на котором должен въехать Олег Ефремов. К тому же он получил это предложение от хороших знакомых на самом верху. «Современник» к этому моменту все еще театр-коллектив, но каждый из основателей театра-коллектива – зрелая личность с собственной, отдельной от общего дела биографией. Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Виктор Сергачев – любимые тысячами зрителей «Современника» и незаменимы в десятках спектаклей. Олег Табаков к тому времени почти перестает играть в «Современнике», но его личная карьера резко идет вверх. Евгений Евстигнеев – один из самых известных в стране актеров и звезда кино. Галина Волчек все больше и больше ставит в театре как режиссер и явно готова вести за собой. Это последние кадры, на которых основатели «Современника» еще вместе. Они уже совсем не такие идеалисты, как в самом начале. Но тем ценнее для этих людей их «Современник». Возможно, поэтому отпор Ефремова будет яростным и всеобщим. Никакие аргументы «МХАТ – наша историческая родина», «МХАТ – это святое» так и не подействуют. Ефремов попытается уговорить остальных артистов, но тоже безрезультатно. Так заканчивается ефремовский «Современник». В сентябре 70-го года Екатерина Фурцева лично представит труппе МХАТа нового главного режиссера Олега Николаевича Ефремова. Ефремов будет спасать и реформировать МХАТ долгих 30 лет. Главным режиссером «Современника» в 1972 году станет Галина Волчек. Теперь она будет первой среди равных. Волчек сохранит оттепельный дух «Современника» в эпоху застоя, поставит все, что, наконец, будет можно в перестройку, и в новом времени «Современник» останется собой. Уход Ефремова запустил целую вереницу личных драм и обид, а вот трагедией не стал. Трагедией было бы превратиться в обычный советский театр. Но для «Современника» это было невозможно. Давайте снова представим. Когда-то вы были молоды, у вас с друзьями была мечта и редкий шанс попробовать. Этим шансом вы воспользовались, и все вместе сделали театр. Что-то получилось, и получилось блестяще, а что-то не вышло совсем. Где-то вы шли на компромисс, а где-то бились до конца. И вы были уверены, что останетесь коллективом равных единомышленников. Хотя, конечно, это было невозможно. Вы выросли, повзрослели, добились успехов, и однажды пришлось сделать выбор – остаться вместе, как прежде, или сохранить общее дело. И вы выбрали, и сохранили ваш театр навсегда. Но что от этой истории осталось нам? Возможно, что-то более важное, чем сам театр. Все больше и больше людей вокруг понимали. Мы можем существовать и объединяться сами, без начальства и государства. Можем быть театральной студией, клубом байдарочников, фотокружком, компанией для походов. Сами по себе. Пройдут годы, и таких человеческих, негосударственных объединений станет очень много. А ведь все могло пойти не так. Умри Сталин на 10 лет позже, культ личности вырос бы до непоправимых масштабов, а будущее, тогда уже не случившихся, основателей
вряд ли было бы радужным. Если бы руководство МХАТа было менее сговорчивым, негде было бы репетировать «Вечно живых» и показывать первые спектакли по ночам, а значит, мечты так и остались бы разговорами. Если бы Екатерина Фурцева вовремя не стала министром культуры, театр бы закрыли, уж нашли бы повод. Наконец, если бы тогда на гастролях был бы сделан другой выбор, современник растворился бы навсегда. Историей несвободной страны правят случайности. Границы дозволенного постоянно меняются, и это открывает порой совершенно неочевидные возможности. И всегда находятся люди, готовые этими возможностями воспользоваться. Так начинается все самое непредсказуемое и удивительное. Например, история свободных людей, однажды решившихся сделать свой театр. Вот такой вот кусочек бумаги, буквально, он у меня есть. Он написал: мы, Олег и Игорь, клянемся никогда не отступать. И подписи: Ефремов Паша. Он говорит: это правильно, что мы с тобой написали, потому что всегда ты мне можешь сказать: Аля, вот. Театр снизу возникший не мог обнаружиться нигде. Это невозможная вещь была. В то время открыть такой театр было очень сложно. Среди актеров и среди зрителей была страшная потребность в правдивом слове просто, в живом человеческом театре для людей и про людей. Конечно, нас столько раз и закрывали, и с нами боролись, и нам не давали дышать. И веры в то, что это будет, было мало. Лучшие годы моей жизни я отдал этому театру 12 лет. Я хочу тебе сказать, что я позволял себе разные вещи там. Я не выходил на Красную площадь, но я не подписывал абсолютно ничего, за что бы мне сейчас было стыдно. Идеальный театр, конечно, это театр одного поколения, который начинается и когда-то кончается. Это идеальный вариант. Свободы заслуживает человек, который будет ответственен перед жизнью. Ты должен каким-то образом поучаствовать в этой жизни, чтобы совершенствовать ее, чтобы совершенствовать себя.